один из лучших треков в мире. Это международная, глобальная презентация нескольких моделей, новинок компании CF Moto. И сегодня у нас гоночный день. Сегодня быстрые мотоциклы. Сегодня 675 SRR. И я волнуюсь. Я очень волнуюсь. Всем привет! Я Андрей Бойко. Добро пожаловать на канал Мотоэксперт. И сегодня мы в Португалии на мировой премьере спортбайка CF Moto SRR 675. Давайте сразу ставим лайки, подписываемся, чтобы узнать, что будет дальше, потому что, забегая вперед, скажу, что на этой же гоночной основе будет еще тест-драйв Naked, ну и вас ждут еще сюрпризы. CF Moto уже имеет некую спортивную базу. Для меня этот тест важен по двум причинам. Во-первых, гоночный трек Портимао для меня это первый гоночный трек, на котором я вообще оказался 16 лет назад, в самом начале своей гоночной карьеры. Это был такой первый тренировочный трек. И трек просто потрясающий. Здесь проходит чемпионат мира MotoGP, здесь проходит Супербайк, здесь проводится Формула-1. Великолепнейший трек, который построили в 2008 году, перепады высот, закрытые повороты, слепые правые, левые. И трек очень-очень быстрый. Здесь, чтобы комфортно себя чувствовать, нужен очень классный мотоцикл. И для меня это первый китайский мотоцикл, на котором я езжу. Вообще в принципе. CF Moto 675 SRR, китайский мотоцикл, сразу в Портимао. У этого производителя были малокубатурные спортбайки. Дмитрий Федотов 2 года назад, если мне не изменяет память, тестировал один из них в Турции. Заходите в видео, которые находятся чуть-чуть ниже. Посмотрите, если вам интересна кубатура поменьше, этот обзор. Но здесь абсолютно новый мотоцикл. Мы уже показывали его вам на нашем канале, когда я делал обзор с итальянской выставки EICMA в Милане в конце прошлого года. Но тогда этот мотоцикл стоял под обозначением прототип. Рядом стоял Naked. Но выглядел этот байк, я говорил тогда, прямо уже готовым, прямо уже серийным. И это действительно так, потому что этот мотоцикл абсолютно не поменялся. Каким он был показан в Милане, таким он и остался. И это очень круто, потому что, с точки зрения дизайна, 10, 15 и 20 лет назад те спортбайки, к которым привыкло мое поколение, они, конечно, выглядели иначе. Они выглядели как-то обычно. А этот мотоцикл не выглядит обычным. Он заигрывает с соседями по потоку, которые его видят. Посмотрите, здесь вот есть слайдеры, здесь есть крылья, воздуховоды для того, чтобы воздух проходил здесь и улучшалась аэродинамика этого байка. Есть очень короткое резаное ветровое стекло. На самом деле стекла маловато, хочется чуть-чуть повыше, но ладно, это нюансы. Полностью регулируемые подвески спереди и сзади, механические, без всякой электроники. И на самом деле это здорово, потому что для того, чтобы сделать очень, скажем так, высокоэффективную гоночную электронную подвеску, нужно вложить очень много денег. А за это платите вы. А здесь в средней кубатуре эти байки, они дарят удовольствие просто от того, что вы приехали на трек в таком спокойном режиме, вы собрались, положили комбинезон в сумочку, поставили мотоцикл на прицеп, приехали на трек и продубасили. И для этого абсолютно не нужны мега бешеные электронные подвески и вот этот вот весь набор дорогих опций. Вот это супер отличная база, полностью регулируемыми подвесками для того, чтобы комфортно чувствовать себя на треке в самом начале. Номер 1. Почетно. Первое впечатление. Он прям очень-очень гоночный. Такой прям.
И, честно говоря, я думал, что не будет вот этой вот радости гоночной от трека, потому что были у меня опасения и сомнения. Были. Но они улетучились уже после первой сессии с инструктором. Ну, мы, конечно, с ним уехали от остальной группы. Стало понятно, что это потрясающий, быстрый, высококачественный гоночный мотоцикл. Именно гоночный мотоцикл. Отличный среднегубатурный спортбайк. Именно спортбайк без каких-либо оговорок. Это не передать словами. Это настолько круто. Вот этот вниз, торможение, правый, наверх, выход, где летает Джек Миллер. И главное, мотик едет. Ты его провоцируешь, а он едет. Скидываешь две передачи, бу-бу-бу-бу-бу-бу, сцепление работает. Скажу так, я этого не ожидал от слова совсем. Это другой уровень абсолютно. Это не то, что вы ждете от китайского мотоцикла совсем. Я теперь к этому мотоциклу слово китайский даже ставить рядом не хочу. Несмотря на то, что это не огромная кубатура, байк. Во-первых, даже если его провоцировать, да, то есть в том повороте, где нужна вторая передача, мы втыкаем третью, выезжаем, он прям вытягивает в гору. Портимау это прям вот такой вот трек, вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И если поставить вторую, он прямо до звона выскакивает наверх. Такой у него подхват, но при этом нет каких-то вот таких вот скачков. Очень ровная тяга. Можно на третьей поспокойней, можно вторая, третья побыстрее, но при этом все равно кривая момента, она очень ровная. Мотик очень ровно тянет. И покрышки очень ровно держит. Мотоцикл очень стабильно стоит в дуге. Если ты не козлишь, то все отлично. И сейчас была вторая сессия, немножко с инструктором и потом уже самостоятельно. И сейчас, через 15 минут, будет третья сессия. Это, конечно, жестко, потому что рук уже нет. Тормозить надо, и надо тормозить все жестче и жестче. И, ну, посмотрим. Во-первых, обратите внимание на зеркала. Да? Классные, отличные зеркала. Здесь поворотники. Само зеркало находится вот здесь, как бы отдельно. Все такое парящее у нас получается. Плюс при этом оно вот так вот складывается, вот так вверх. И почему-то считается, что это типа гоночные технологии. Потому что вы можете вот так сложить эти зеркала и погнать по треку. И ничего не поломаете, ничего не открутится, ничего. Это, простите меня, но это полная чушь. Вот здесь есть два болта. Вы просто взяли шестигранничек, выкрутили отсюда зеркала, выдернули провод, который отвечает за передачу информации на поворотник. Да, и получили гоночный байк. Потому что смотреть вот сюда, вот в эту вот узкую вот эту вот дыру между зеркалами, видеть еще какое-то отражение, потом смотреть сюда в поворот, смотреть вот в этот поворот, это просто абсолютно глупость. Проще оставить зеркала на своем месте и не обращать на них внимания. Вот, с точки зрения падения, вы если уберетесь, обязательно все равно все поломаете, поэтому никакой разницы в этом нет. И здесь прямо красиво. Это общее для всех спортбайков и для всех мотоциклов, всех мото черта. И вот эти вот, не знаю, бумеранги светодиодов, они есть и на маленьких спортбайках, и они вот в такой законченной, уже, наверное, гармоничной манере появились на 675. И, по идее, должен же быть литр, да, соответственно, на литровом спортбайке, наверное, это будет как-то еще круче, еще лучше, но выглядит вот это вот очень-очень здорово. Тормоза очень мощные, 300 мм тормозные диски, один слева, один справа, удивительно, но так и есть. У меня всегда есть опасения по поводу тормозов на мотоцикле на гоночном треке.
Потому что если в городе у вас никаких проблем нет и не будет, то здесь на гоночном треке можно тормоза перегреть вот так вот. 2 круга и привет, и тормозов нет. Для любого мотоцикла, будь то японский спортбайк или европейский спортбайк, это базовая установка. Значит, если байк идет на трек, то мы меняем тормозные шланги, тормозную жидкость и тормозные колодки. Возможно, если поставить гоночный комплект сюда, будет еще лучше, но в базе, в стоке, вот эти тормоза, например, сильно лучше стоковых тормозов на Yamaha R6. Вот сильно лучше. Я уже не говорю про всякие Kawasaki и вот это прочее. И Suzuki, да. Тормоза шикарные. В самом нагруженном, критическом здесь месте для торможения, круг за кругом, сессия за сессией, я ездил на одном и том же байке, потом после меня садился на него другой человек, потом опять я. То есть, по большому счету, байк сделал 6 полных 20-минутных сессий, и ничего не поменялось. Это стоковые тормоза, это стоковая тормозная жидкость. Тормоза H1, да, никаких проблем со стоковыми колодками и никаких проблем с этими тормозами не было. Здесь уже армированные шланги, здесь есть заборник воздуха для того, чтобы сделать полегче, облегчить жизнь тормозам, для того, чтобы они лучше вентилировались. Но на таком ходовом треке, как Портимао, на самом деле можно было ехать и без этого, потому что здесь и так все хорошо проветривается. И вот, посмотрите, видите? Если видите, да, вот здесь есть след. Это то место, до которого полностью сжималась вилка. Это как раз то, о чем я говорил, что дорожный мотоцикл не позволяет сжать вилку вот сюда, вот до самого конца. Идем дальше. Алюминиевая рама, маятник, двигатель. 3 цилиндра, 70 ньютон-метров и 95 лошадиных сил. Ну, здесь в зависимости от рынка, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, 3,95. Но самое главное в этом мотоцикле то, как жирно и ровно намазан крутящий момент. Этот мотор тянет. Он тянет, в общем-то, так, как хочется, и тянет он всегда. При этом не обязательно загонять его вот в эти там 11 почти тысяч оборотов в минуту для того, чтобы вытащить из него максималку. Достаточно и оборотов поменьше для того, чтобы ехать, потому что максимальный крутящий момент слегка за 8000. Получается, что если, например, здесь в каком-то из поворотов нужна вторая передача, вот прям нужна, и тогда будет пиковое ускорение и пиковый выстрел, да, на выходе из поворота. Но если даже вы промахнулись, и даже если это третья передача, он все равно очень жирно и классно выйдет из этого поворота. Очень ровно, не будет никаких сотрясений, потрясений, ничего. Просто чуть-чуть медленнее. Обратная связь есть, ручка не проваливается, ничего не нужно дорабатывать на данном этапе. То есть если вы вот на этом байке ездите по городу, и потом заезжаете на трек, ничего менять не нужно. Приборная панель очень прикольная. Она небольшая, но хорошо читаемая, все видно. Видны количество оборотов, которые вы набираете, видна скорость, виден номер передачи. В общем, вся информация, которая нужна, есть. Плюс ко всему температура и давление в покрышках, это тоже все есть, и это очень-очень прикольно. Единственное, чего мне не хватило именно вот на этом мотоцикле, на спортбайке, известного всем мотогонщикам блинкера. Это такая большая лампа, которая информирует вас своим морганием о том, что пора включать следующую передачу. То есть, когда вы подбираетесь в какие-нибудь там 10,5, 11 или 12 тысяч оборотов в минуту, у вас на приборной панели яркая лампочка, пам-пам-пам-пам-пам, переключаемся. Вот этого не хватило, пару раз я приехал в отсечку. Но, опять же таки, повторюсь, если бы я бы на этом байке прокатился бы не 3 полных сессии, 12 и 15, я, конечно, бы привык, по звуку уже все было бы понятно, звезды и передаточные числа, все было бы подобрано, и все равно. Но, тем не менее, хочется иметь такую штуку, хочется иметь яркую какую-то белую, синюю, неважно какую лампочку, чтобы она сообщала мне о том, что пора переключаться, и не надо думать, потому что иногда, когда ты находишься в повороте, твоя голова находится здесь, или твоя голова находится там, конечно, на приборной панели ты не смотришь, и количество оборотов ты не видишь. Классный звук, классное ускорение, отличное ощущение от ручки газа. Прямо открываешь ручку газа и бам, мотик пошел.
плюс ко всему, мы уже поговорили с ребятами из CF Moto. Они говорят, что мотоцикл будет улучшаться. И мы так или иначе оставим свой фидбэк. Теперь есть специальные QR-коды и вот эта вся история, потому что двойного квикшифтера двухстороннего вверх и вниз. И прямо вообще не нужны перегазовки. Это абсолютно точно. Можно просто скинуть газ, тыкнуть 2 передачи, они заходят, проскальзывающее сцепление. Трекшн-контроль, я не знаю, у меня стоит на уровне 2 сейчас. Я, честно говоря, сейчас не очень хочу экспериментировать, потому что, во-первых, я никогда не ездил на китайской гоночной резине. Мы ее так уже подужрали немножко за эти сессии, но не скользит пока еще мотоцикл. На удивление, китайская резина даже в таком состоянии еще держит, и даже в таком состоянии зад еще не плывет. Ну, тут, конечно, заслуга трекшн-контроля, тут вопросов нет. Он у меня стоял на двойке. Это фактически последний режим трекшн-контроля, самый свободный. Следующая стадия – это только отключить. Но посмотрите, в каком состоянии покрышки. Здесь немножко не очень правильно настроена стоковая подвеска, потому что вот здесь вот... О, горячая! Потому что вот здесь вот практически нет износа, а вот здесь уже резкий износ. Понятно, что мы не открываемся так рано, без вот, скажем так, хорошего навыка на большом треке. Не открываешься так рано еще вот здесь, полный газ уже приходит вот здесь. Но тем не менее, покрышки в очень хорошем состоянии. Я, честно говоря, совершенно не ожидал, что вот эта покрышка, сделанная в Китае, что вот эта вот Migra S3N сможет продержаться 6 сессий. 6 сессий, и они уже не были новыми. Это серьезная заявка. Сказали на презентации, что это второй по мягкости компаунд, не самый жесткий, но сейчас жесткие нельзя, потому что холодно. Сейчас нужны, наверное, вот эти вот покрышки. Хотя асфальт горячий, на самом деле подогрелось слегка. Вот на этом байке, на 8-м, по-моему, ехал человек чуть-чуть потяжелее. Посмотрите, здесь получше. Вот здесь вот износ, чуть-чуть побольше была загружена покрышка. На всех мотоциклах износ одинаковый. А это говорит о том, что резина очень стабильная. И вне зависимости от стиля езды пилота, вне зависимости от массы, быстро ускоряется, медленно ускоряется, длинные дуги держит. А здесь есть быстрые ребята. Нужно сказать, что я удивлен покрышками, да, прямо, я думал, будет сильно хуже. Ну, понятно, ребята тоже не дураки, они все проверили. Здесь были быстрые парни из Moto 2, здесь были быстрые парни из Moto 3. Все потестили, немножечко перенастроили подвеску, это абсолютно точно, потому что на стоке из салона вот так вот не бывает. То есть и демпфированный сжатие здесь немножечко поправили. Что касается эргономики. Всем, конечно, очень интересно про эргономику спортивных мотоциклов. Мое личное мнение, что эргономика спортбайка никоим образом не предназначена для езды по городу. Да, можно это делать, но по мне глупо вот в таком вот положении, вот так, ездить со скоростью 50 или 60 км в час. На второй передаче. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Чё бам? Куда бам? До следующей камеры. То есть мне это, честно говоря, непонятно. И сколько спортбайков у меня не было, различных для трека, а пока ты выезжаешь из бокса и пока ты едешь до вот этой вот черты, заветной черты, питлейн закончился и уже можно гнать, вот ровно до этого момента все спортивные байки так или иначе неудобны. Когда ты выезжаешь на трек, все становится отлично, потому что здесь очень важна форма бака, как будет лежать нога в повороте, как можно зацепиться за бак, да? Важна вот эта вот позиция, здесь важна конфигурация седла, важен вот этот угол, здесь важно абсолютно все. И, конечно же, в больших гонках, в больших чемпионатах все это подбирается индивидуально. И это не так сложно, потому что есть спортивные пластики, накладки на баки, есть спортивный пластик задней части, повыше, пониже, все это можно подобрать. Но мы говорим о стоковом байке, да, который вот Race Track Ready. С точки зрения спортивной, гоночной эргономики к CF Moto SRR 675 нет абсолютно никаких. Он удобный. Единственное, под себя я бы, наверное, чуть-чуть приподнял бы все-таки подножки и чуть-чуть бы сдвинул их назад, чтобы нога стояла вот не вот здесь, где она стоит, а чтобы она находилась вот тут вот немножечко повыше. Мне было бы удобнее поворачивать, потому что сейчас подножка низковата, и на самом деле этой подножкой ты на треке цепляешься. Но даже при этом в этих углах мотоцикл держится очень стабильно, очень здорово. Ездить так по треку правильно, еще нужно отсаживаться назад до конца, для того, чтобы поместиться вот здесь на бак и для того, чтобы залезть под ветровое стекло. Но
ветровичок для трека хотелось бы повыше. Пока сейчас это выглядит как модный стильный аксессуар для пацанов в кожаных комбинезонах, которые ездят по городу. С точки зрения практики, даже на треке хочется немножечко такой более лобастый, более высокий ветровичок. Задняя часть мотоцикла. Ну, это вообще просто произведение искусства. Вот эта фара, вот этот вот огромный стоп-сигнал, который загорается, вот эти поворотники, сейчас, это прям реально очень красиво. И вот эти вот воздуховоды, ручки, не знаю, сможет ли эта пассажирка использовать это как ручки, это сложно представить, но вот это вот все на СРР выглядит очень красиво. Класс. Это просто полный восторг. Полный восторг. Но здесь есть один маленький нюанс. Да простят меня организаторы нашего тест-драйва. Вот так вот сильно лучше, согласитесь? Класс. В том стоковом состоянии, в котором есть этот CF-Moto 675 SRR сейчас здесь, в Портимао, на одном из самых крутейших треков в мире, какое удовольствие ты получаешь от этого байка, какое удовольствие ты получаешь, летя вниз, выезжая на старт-финиш в правом повороте на 5-й передаче на скорости 175 км в час, и можно ехать еще быстрее, если прикататься. Байк стоит просто как влитой, он даже не гуляет, вот так у него не раскачивается рама, у него не раскачивается передняя часть. И при этом это мотоцикл без демпфера. Здесь специально поснимали демпферы для того, чтобы мы почувствовали, как байк вот едет в таком сыром виде, да? И это очень круто. Я невероятно удивлен. Я очень хочу узнать цену этого мотоцикла, а я уверен, что она будет ниже конкурентов. Да что-то пока я не вижу конкурентов этого мотоцикла, честно говоря, в этом классе. Вот. И я хочу этот байк. Я хочу его себе купить, и я его себе куплю. И я его подготовлю на трек, и я буду на нем гоняться. Я не поверил бы еще 15 лет назад, что я это скажу, когда я здесь, 16 лет назад, когда я здесь ездил на R6. Но вот вам ответ: 16 лет. Тогда R6, Yamaha R6 был самым лучшим гоночным 600, самой лучшей гоночной 600-кой. А на сегодня, на мой взгляд, из тех мотоциклов, которые могут поехать на дорогу и на трек, CF-Moto — это просто бомбический байк. Подводим итоги. Что мне не понравилось? Мне не понравилось, что это были всего 3 боевых гоночные сессии. Я хочу на этом мотоцикле 10, 12, 15, и вообще я хочу этот мотоцикл. Ребят, честно. Здесь вот без всяких каких-либо заискиваний производителю или КВМ-трейду, официальному дистрибьютору техники CF-Moto в России. Это классный мотоцикл. Мне понравились тормоза, мне понравилась его управляемость, мне понравился его мотор. Очень эластичный, очень классный. И прямо если подобрать звезды, передатку, все шикарно. Мне очень понравился кикшифтер. Жалко, что он односторонний, только передачи вверх можно переключать. Но я уверен, его доработают, потому что мы тоже разговаривали с продакт-менеджерами. И очень важно, чтобы был двухсторонний квикшифтер, тогда это прямо сильно повысит имидж этого мотоцикла, да? Мне, может быть, немножко не нравится для моих гоночных нужд приборная панель, но она классная. Здесь можно подцепить карту, можно Google карты подцепить, да, там, или какие карты у вас есть в телефоне. Соответственно, подключить телефон, и все это будет вот здесь, на вот этой панели, на этом ярком экране, все это будет видно, все будет классно. Мне очень нравится стиль. Ну, он действительно классный. Я понимаю, что спортбайки, которые там были сделаны 10 и 15 лет назад, теперь уже, ну, как бы ни о чем. Да, есть классические модели, но это уже, как бы, наверное, больше ностальгия. Вот это новый взгляд на спортивный мотоцикл. CF-Moto SRR 675 очень классный. А вот сейчас я прямо буду следить за ценообразованием и за тем, что придется выложить за этот мотоцикл, подготавливая его к треку, потому что все-таки для трекового использования это некий такой инструмент. Соответственно, взвешу все за и против, но пока за здесь сильно больше, чем против. Все остальное под трек можно чуточку допилить, и это будет настоящий профессиональный инструмент для того, чтобы с каждым кругом становиться все быстрее, быстрее и быстрее. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мотоэксперт. Ждем вас на канале для того, чтобы вы продолжали смотреть наши обзоры. Мы будем вас радовать. Опять же таки, комментируйте, что так, что не так. Нам все это очень интересно. Ждем вас. Кто не может смотреть YouTube, тот смотрит другие источники. Видео есть везде. На сегодня это все. С вами был Андрей Бойко.
Всего доброго. Пока. Я не отказал себе возможности погоняться. 2 вгона, по-моему. Парни вернули. Ну, прям круто. Но трек такой, что нужно, конечно, помнить, что тут, где, зачем. И 2 места таких здесь есть скользких. И прямо кажется, что уже все, а еще 100 метров и потом направо. О, и было очень классно. Было очень классно. Вот это прям быстрый парень в комбинезоне. Для самых быстрых парней.